Друзья, здравствуйте. Начинаем нашу встречу. Сегодня она посвящена, опять же, вопросам любви, отношений, но немножко специализация по теме цель. Как правильно формулировать форму цели? Потому что смыслом всех наших усилий, если мы что-то делаем с собой, прикладываем усилия, то мы хотим получить результат. В данном случае мы рассматриваем проект, связанный «Найди свою любовь», то есть получить любимого человека. Для женщин – мужчину, для мужчин – женщину. Как бы всякие не отклоняемся в стороны, хотя принципиально никакого отличия нет. То есть формулировка нужного результата является очень важным моментом. И у нас имеется, по-моему, целых 13 или 14 требований к формуле цели. То, что она должна быть только для себя, то, что она должна иметь ограничения по времени, то, что она должна быть как команда своему подсознанию на исполнение, то, что цель должна быть только по отношению к себе, а не больше никому. Там мой муж перестает пить, сказать, или там начинает зарабатывать деньги, это не работает. Цель только по отношению к себе работает и так далее. Я скажу, что самым важным требованием является требование внутренней чистоты, то есть внутреннего благополучия. Если вы будете пребывать в агрессии по отношению к вашим бывшим мужьям, которые там пили, гуляли, что-нибудь еще делали, предавали, или вы с ними ругались, вы их выгнали, например, или сами ушли, или, в основном, женщины разводятся, конечно. Что-то вас не устраивало, вы ушли, эту всю грязь, то все, что переживания, которые вы испытывали, вы носите в себе, то результат получается, я вам скажу, какую бы формулу цели не составили, вы все равно перейдете в это же самое состояние. Вы написали, там мужчина должен быть такой, любить, и денежный такой-то, все равно у него найдется такой таракан, который будет разрушать очень важную какую-то вашу идею, и вы опять будете беситься и говорить: господи, а что мне такое, досталось? Досталось потому, что вы пошли в новые отношения, не являясь внутренне чистым человеком, вы потащили за собой всю грязь. Я даю такое объяснение, я не уверен, что оно правильно, но внешне оно очень объясняет происходящее. Я вам сейчас расскажу. Каждый человек является генератором. Мы все время едим, нам нужно 3 раза в день поесть, попить, мы дышим воздухом, мы поглощаем энергию, ее перевариваем, и внутри тела она разлагается на глюкозу, на аминокислоты и так далее. И мы выделяем в окружающее пространство энергию. 1,5 киловатт, такая утюг, каждый из нас. Постоянно, круглосуточно. Пока мы живы, мы выделяем энергию в окружающий мир. Это очень разный диапазон частот. Ученые давно измерили, спрятали человека в металлический ящик, поставили датчики, посмотрели, по какому диапазону он излучает. Очень много разных диапазонов, но я думаю, в том числе те диапазоны, которые ученые померить не могут. То есть у нас дальше электрона мы не пошли, мерить мы можем только с помощью электронов. Но эта энергия не просто куда-то уходит, а ее так устроен мир, согласно религиозным моделям, скажем, что в окружающем у нас пространстве существуют некие существа, обитатели тонкого мира. Если взять христианство, то кто там? Есть там белые, чистые, красивые, позитивные, это ангелы, и есть черненькие, это бесы. Демоны в мусульманстве, значит, в христианстве это бесы. И они потребляют ту энергию, которую излучает человек. Человек излучает, они вокруг нас в пространстве тусуются и подбирают эту энергию. То есть мы энергодонор определенного количества сущностей, каждый из вас. А теперь посмотрим, какие же сущности вы привлекаете, в зависимости от того, какие энергии вы излучаете в пространство. Если вы раздражены, если вы озлоблены, если вы обижены, если вы агрессивны, если вы недовольны, если вы с ними ругаетесь, то кто в пространстве возле вас? Ангелы? Сомневаюсь я, чтобы ангелы к вам притянулись. Скорее всего, если вы кормите своими энергиями, вы донор этих самых бесов. Вокруг вас их много, и они вам помогают увидеть. Я понимаю, что рептильный мозг помогает увидеть недостатки любимого мужа или ребенка и кинуться на него, потому что у вас есть идеализация. Но в религиозной модели это, значит, бесы. Смотри туда, смотри сюда, и помогают вам организовать ситуацию, чтобы вы не выпадали из ваших переживаний. А если вы человек позитивный, если вы всех простили, всех отпустили, никому претензий не имеете, никаких ожиданий избыточных от людей не имеете, принимаете их со всеми их тараканами, спокойно, отстраненно относитесь, вы благополучный человек, выходите, улыбаясь, потому что мир прекрасен, а если кто-то там
какой-то, так сказать, недовольный, ну, просто вы от него отстраняетесь и живете в своем личном пространстве. Потому что я, по моему опыту могу сказать, что с человеком, который агрессивен, недоволен, жить довольно сложно. То есть его агрессия все-таки провоцирует вас на какую-то реакцию, если вы не брали совсем своей идеализации. И вам придется все время чиститься. Это довольно сложно. Поэтому, конечно, проще просто отойти в другое пространство, где благополучные люди, и там жить, общаясь с другой средой. Ну и если вы благополучный человек, то к вам особо никто и привязываться не будет. Потому что интересно, предприниматели, которые внутренне чистые, благополучные, их не трогает налоговая инспекция. К ним не ходят рекетеры, к ним что-то еще не ходит. Они просто в каком-то параллельном пространстве существуют. Я с этим сталкивался. Они никому не интересны. Ну, из тех вот, которые живут на человеческих испугах, на прочем, на всяких грязных энергиях. Так вот, вы, не почистившись, выйдя из прошлых отношений, выйдя одних, вторых, там вы разругались, чем-то недовольны были, там претензии предъявляли, он мало денег зарабатывал, он там смотрел на других женщин, там, не дай бог, гулял, еще что-то. Вот, и вы испытали огромное количество переживаний, стресс, в конце концов отношения разорвались, но вы не почистились. И вот эту эмоциональную грязь, которую вы накопили, она сама по себе никуда не девается, вы ее таскаете в себе. И вдруг вы, так сказать, начинаете бормотать. Так, я выхожу замуж за любящего меня, любимого мужчину, обеспеченного, который будет иметь общие со мной интересы. Вот, у нас будет все хорошо. Выхожу замуж в течение года. Ну, формула цели, как она составляется. Мы еще дальше посмотрим. Вот, кто вам будет помогать реализовывать эту цель? Ну, мы говорим, что подсознание. Но подсознание, как бы оно, информационная среда, организовать встречу с каким-то человеком, наверное, помогает самой сущности. Вот в рамках той модели, которую я предлагаю, значит, там, соответственно, бесы говорят, так, наша кормилица хочет выйти замуж. Но они же не хотят, чтобы, когда вы вышли замуж, что вы приполнились счастьем, погрузились в удовольствие, в любовь, в секс и прочее, и перестали их кормить. Им придется искать какого-то другого грешника. Нет, они говорят, да, хочет хозяйка, сейчас мы ей давай поможем. Но понятно, что они хотят вам подтащить такого любимого, чтобы с ним и продолжили вот это самое свои выяснение отношений, ругань и прочее. То есть они подтащат вам такого, ту самую противоположность, которая говорится, и, ну, может быть, где-то на полгодика, на годик вы впадете в эйфорию, но, скорее всего, даже прямо с первых дней начнется ругань. Вроде бы и вы влюблены, и он влюблен, но что-то в нем не нравится, вы начинаете ругаться. Таких полно, вам даже по телевизору показывают, они еще в ЗАГСе только стоят, расписываются и гавкаются между собой муж и жена. Вот типичные клиенты бесов. И их семейная жизнь, она будет такой же, и состояние там не изменится, потому что вот бесы, они будут все время сталкивать друг с другом. Если же вы были под бесами, там когда-то ругались, потом вот прочитали книжки Сильяши, скажем, потом поняли, что нужно что-то с собой сделать, потому что в таком состоянии куда-то тащиться не стоит, все бесполезно, должно быть все то же самое по состоянию. По штампу в паспорте, может быть, будет, но что он был, что не был, радости от этого никакой нет. Нужно сначала очиститься как следует, то есть стереть себя путем чистки вот свою эмоциональную грязь. Второе, убрать идеализации. Вот за что мы боремся? Почему негативные эмоции? Когда у нас есть какое-то сверхважное желание, что они должны быть честными, верными, какими-нибудь, там сказать, добычливыми, зарабатывать сколько денег хотите, а вы будете ходить все больше и больше, стандартно. Там, чтобы любить вашу маму, чтобы он помнил, когда у вас день рождения, там еще что-то и так далее. У вас очень важное ожидание, и вы будете отслеживать, как бы он наступит на них или нет. И даже когда вы на стадии отношений будете искать любимого, то, невзирая на все ваши формулы, обязательно вы будете выбирать из тех, кого вы видите вокруг. А рептильный мозг будет показывать вам на врагов, на тех, кто будет разрушать вашу идеализацию. И вы влюбитесь в человека с разрушителем вашей идеализации, и потом будете, значит, с ним героически бороться. Я через это проходил, поэтому я все это знаю. Вот, делюсь своим личным опытом. Так вот, идеализации тоже нужно убрать до того, как вы пойдете замуж. Иначе будет ай-яй-яй. Вы, значит, находясь, излучая в окружающем пространстве негатив, вот, ваши черненькие или даже серенькие, там, если вы более-менее так получите, идете, подтащит к вам любимого с противоположностями, и, значит, и пошло-поехало нормальная семейная жизнь с мордобоем, криками и прочими радостями житейскими. Вот, поэтому нужно, во-первых, как следует почиститься, простить всех мужчин, простить всех ваших любимых, если отец вас достал, отца простить. Нужно обязательно это сделать, иначе бесполезно работать с формулой цели. Вы притянете к себе очередное горе. Вот. Во-вторых, нужно убрать идеализации, хотя бы их немножко почистить, сказать. Ну, может быть, бывают такие
кондовая идеализация, что их хрен уберешь. Вот я, например, в идеализации независимости, вот я сколько уже лет там, 20 над ними работаю, она, зараза, все равно у меня присутствует. И, ну, вот здесь где-то в отношениях, там на работе, еще где-то я убрал это все по отношению к каким-то объектам. Но где-то она вылезает все равно. Так вот совсем убрать не получается. Но хотя бы я с этим работаю. Ну, реализация разумности у меня тоже есть. И понятно, что меня окружают сумасшедшие люди, которые в основном совершают самые дикие непредсказуемые поступки. Я к этому уже научился относиться более-менее спокойно. Вот. Вот это нужно сделать, потому что если у вас есть реализация независимости, то вы влюбитесь в угнетателя и будете с ним героически бороться и так далее. А если вы не почистились и работаете сразу, ну как на всех курсах учат, вот составь цель такую, медитируй, представляй ее, что-то еще делай, и ты получишь. Да, получишь, он будет соответствовать вашим требованиям, ну как есть. Но получится совсем не то, что вы хотите. Есть такой фильм «Ослепленный желаниями», по-моему, видели. Там мужчина что-то очень страдал, говорит, что жизнь отвратительна. И ему явился бес, ну там так, в такой форме, в виде обольстительной женщины, сказал: я выполню 10 твоих любых желаний, давай, за это ты отдашь мне свою душу. Если ты сделаешь, один раз откажешься, сделаешь доброе дело, то тогда я снимаю свои требования. Договор. Ну, конечно, смотрит, жизнь гнусная, он говорит, давай. Она говорит, ну что ты хочешь? Я хочу быть очень богатым человеком, и чтобы моей женой была, мне нравилась очень киноактриса. Вот такая киноактриса. Говорит, нет проблем. Хлоп. Ну, видели, наверное, не знаю, он просыпается, роскошная усадьба, он наркобарон, у него рядом на подушке лежит его жена, вот сам киноактриса, он радостно пытается к ней подлезть, она говорит, куда лезешь, сволочь, пошел вон, что, с ума сошел, что ли? Оказывается, они уже там 1,5 года не живут совместно, ну, спят вместе, ну, и она, оказывается, у нее любовник конкурирующий наркобарон, и пока они выясняют отношения, там стрельба началась, он уходит, оказывается, это его конкурент приехал своей бандой, напал на его, значит, дом, и скоро его самого пристрелили, чтобы забрать его жену себе. И он убегает, там вертолет, так сказать, хватается за лестницу, или там за колеса, поднимается вверх и обрывается, летит вниз. Понимает, что жизнь кончилась, в этот момент он вспоминает про это самое пробесы, он достает там мобильник, набирает номер, там 3 цифры, и раз все устанавливается, она говорит, так, первое желание тебя не устроило. Вроде бы ты хотел быть очень богатым, и ты, значит, хотел иметь жену. Я тебя устроил, все, других требований не было. Он говорит, ну ладно, не хочу быть богатым, потому что очень плохо получается. Я хочу быть известным спортсменом, который пользуется спросом, ну и женщинами, понятно. Бабах, он раз какой-то баскетболист, здоровенный такой мужик, совершенно дебильный, разговаривать там 3 слов связать не может. Там какая-то на нее девушка нападает прямо в раздевалке, залезает к нему в трусы начинали хохотать, говорит, у тебя там ничего нету. Да, может быть, нету, да. И понимаешь, что жизнь опять не сложилась. Он известный спортсмен, девушки на них нападают, как бы требования по формуле цели. Присутствует все, но как бы, он, сказать, 2 слов связать не может, он про это ничего не говорил. Был у него там, сказать, с инструментом для общения с девушками совсем плохо. Он про это тоже ничего не говорил. Но все не предусмотришь. Но там еще какое-то задание дает, вот он все там 10 заданий, по-моему, примерно так и переходит с одной дурацкой ситуации в другую, хотя как бы оказалось все, что он говорил, исполняется. Вот я к тому, что если вы будете пытаться устроить свою личную жизнь, не почистившись предварительно, то результат будет вот примерно такой, как в этом фильме «Ослепленное желание», да и на эту тему несколько фильмов существует. Вот. Так что, друзья, первое требование, сказать, которое в формуле цели напишите, добиться внутренней чистоты, избавиться от идеализации. Идеализация, потому что вы можете сейчас почиститься, подышать, но поскольку идеализация осталась, и значит, ваш любимый явно будет немного иногда наступать на нее, то у вас будет вспышка гнева, вы опять будете накапливать эмоциональную грязь. Вы можете, конечно, чиститься постоянно, но я вам скажу, что это очень томительное занятие, вряд ли вы долго продержитесь. А там какая-нибудь беременность, вы уже дышать не можете, все, процесс сошел, вы на год выпали, а через год уже у вас там ситуация раскалилась до «не могу». Вот. В той игре, которую мы проводим, первые 3 недели мы делаем, значит, чистки, чтобы и почистить себя, и убрать вот самых людей с идеализацией. Там 4-я неделя работаем с идеализациями, убираем так, чтобы впредь тоже не было переживаний, не нужно было их, сказать, не было возможности их накапливать. Вот примерно такая ситуация с требованием к формуле цели. То есть цель нужна правильная. То есть хуже не будет, и как бы вы будете внутренне спокойнее, если вы правильно цель составите. Ну, какие бывают, например. Вот если вы очень благополучный человек, то вам помогает, значит, устроить личную жизнь ангелы, и они подтянут к вам такого человека, который не создаст вам проблем, потому что они же не хотят, чтобы вы
значит, из своего благополучного состояния перешли в состояние, так сказать, борьбы, негодования и ушли от них к бесам. То есть начали кормить бесов. Они не хотят, поэтому они вам потянут самого лучшего мужчину. И там даже, возможно, вообще даже особо форму хочется выйти замуж. Я просто знаю девушку, которая очень маленький накопитель переживаний, и она вот хочет выйти замуж, у нее там обалденный мужчина, я просто с ним сталкивался, встречались, он там юрист какой-то международной крупной компании, сказать, там деньги, они путешествуют по миру, и что только нету, значит, вот другая женщина там, сколько бы ни билась, она такого мужа никогда не поймает. А это очень благополучно, даже не надрывалась. Он сам на нее напал, оказалось, он жил в соседнем доме с ней. Думаю, что если бы у нее было там похуже, они бы никогда не пересеклись. Ангелы их свели вместе, она получила то, что хотела. То есть, если вы внутренне благополучный человек, то тогда вы говорите там что-нибудь. В течение там следующего года я встречаю любимого, и любящего, самого лучшего для меня мужчину, выхожу за него замуж. Все, самый лучший для меня мужчина покрывает все ваши потребности. И у вас будет такой вариант, который вы не можете предусмотреть. Если же вы все-таки живете в каких-то страхах, так сказать, подозрениях, вы там не убрали свою идеализацию, не начали относиться к миру благополучно, то тогда, конечно, формулу нужно, как так сказать, скорректировать. Люди, опыт показывает, что люди стараются побольше вести туда требования. Мне присылают там по 40-50 пунктов. Он перебор, потому что в природе таких людей не существует. Такого мужчины, который, значит, отвечает 40 вашим пунктам, просто в природе не существует, поэтому это нереально. Вот. В течение года я выхожу замуж за любимого, мной любящего меня мужчину, обеспеченного, умеющего схожие со мной интересы и хорошо относящегося к моим детям от предыдущего брака. Я создаю с ним полную гармонию, любви, отношений на многие годы. То есть я выхожу замуж, и плюс она берет на себя обязательство создать полную гармонию, любви, отношений на первый год. Она не говорит, что у нас там получается любовь сама, она говорит, что я отвечаю за отношения. Это нормально, хорошее добавление. Вот. Тут вы можете вести. Тут есть, у меня вот на сайте есть даже отдельное видео, в зоне 3 для тех, кто будет работать над собой, видео, как правильно выстраивать вот эти самые показатели. Потому что часто люди пишут, я выхожу замуж за любимого, любящего меня мужчину, имеющего сходные со мной интересы, значит, интеллектуально развитого, там, значит, любящего секс, ведущего здоровый образ жизни, спортивного, значит, любящего путешествия, как я, имеющего со мной интересы, и там где-то на 10-м месте пишут обеспеченного. Это неправильно. Потому что, когда подсознание осуществляет перебор в окружающем пространстве мужчины, если вы женщина, скажем, соответственно, с вашими требованиями, то, что стоит первым, оно, так сказать, имеет приоритет. Вот как бы замечание такое есть, наблюдение. А то, что стоит 15-м, оно может не удовлетворяться, потому что считает, что это как бы не очень важно. Потому что если вы написали 50 пунктов, то вы встретите мужчину, который отвечает первым 80 пунктам. 30 остальные не попадут, потому что просто такого не бывает. Вот. И поэтому, если вы не внесете в первое, значит, то, что вам нужно, то потом, так сказать, не говорите, что ничего не получается. Получилось, что встретился мужчина, но он не отвечает требованиям, скажем. Вот из скромности многие пишут обеспеченного, потому что для женщины очень важно, чтобы мужчина зарабатывал достаточно, содержал семью. Какая бы она эмансипированная ни была, какая бы она ни была добычливая, все равно она хочет, чтобы мужчина хотя бы рядом с ней стоял, зарабатывал, примерно, как она или больше. Потому что если больше зарабатывать, это все-таки больше на принцип похож. Или он должен быть принципом в чем-то еще. То есть он может быть каким-нибудь поэтом, скажем, известным. Не то, что он там дома пишет и никто не читает. Это не принцип. А принц, который там стихи читает публично, приглашает, лекции читает. Он известный людей, люди не находят с восторгом, но денег он не зарабатывает. Или художник какой-нибудь. Известный, но недобычливый. Или еще что-то такое. Вот. Или там военный какой-то, сказать, там, герой Советского Союза. Или герой России, сказать. Это вот предмет восторга женского, да, хотя денег вам платить мало. Вот. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина был не на вашем содержании, то слово «обеспеченного» нужно передвигать в первую часть вашей формулы. И поэтому вот у меня я диктую. В течение года я вышел замуж за любимого мной, любящего меня, мужчину обеспеченного. И дальше идут имеющие схожество на интерес, хорошо относящиеся к моим детям и так далее. То есть вот важные для вас требования, если важно, чтобы он был духовный какой-то, надо ставить духовный в начало, тогда деньги не требуются, потому что духовно с деньгами плохо.
значит, спортивный, ведущий здоровый образ жизни, или крупный мужчина, вы любите крупных мужчин, пишите сразу крупный мужчина. То есть вот то, что для вас значимо, нужно вводить в первую часть, вот, когда вы перечисляете требования к вашему будущему избраннику. Вот учитывайте это, пожалуйста, я обращаю на это внимание, даже сделаю специальное видео на эту тему. Вот то, что я хотел сказать по формуле цели. То есть наше подсознание или там ангел или кто-то еще, оно организует нам встречу, но если вы не почистились, то тогда, извините, значит, в этом никто, кроме вас, не виноват. Я несколько писем получил на как правильно ставить цели при поиске любви, но обычно люди не смотрят на тему, они просто, так сказать, понимают, что здесь есть доступ к свежу, поэтому они пишут, значит, на любую тему. Ну, прочитаю несколько писем, потом посмотрю в чате, что. Я в свои 19 лет вышел замуж, через 1,5 года у нас родился сын, а через год мы развелись. Вот смотрите, как бы мы развелись, это пассивная форма глагола, да, как бы не я развелась, не я послала своего мужа, не я его, сказать, выперла из дома, а мы развелись, как бы, да. Там про скандалы тоже говорится, как на нас напал скандал, да, мы поссорились. Не я, сказать, начала ссору, не я, сказать, ввязалась в ссору, не я организовала ссору. Мы поссорились, и как бы ссора на нас напала. Вот тут развелись. Теперь прошло 5 лет, я не могу найти своего человека. Бывший муж давно женился, есть дети, очень хочется влюбиться, быть счастливой, любимой. Закрыто сердце. Видимо, не пишет понять, почему развелись. Может, муж изменил. Может быть, он считает, что симпатия из Казахстана, может быть, муж, согласно мусульманским традициям, считает, что у него могут быть несколько жен. Она не пишет, почему они развелись. А ей это не нравится, потому что у нее там идея, что должен быть только один муж. Вот, и так далее. Был сильный стресс, и во время стресса в теле скопился энергетический заряд, направленный против мужа. Муж ушел, а заряд остался против мужчин. И он не позволяет сердцу открыться к мужчинам, потому что, поскольку было там всего лет 22, то эмоциональность высокая, но вообще, как бы, люди с восточной кровью, они очень эмоциональные, инстинктивные, эмоциональные, это взаимосвязанные вещи. Вот, и, значит, есть большой блок, который не позволяет сердцу открыться. Нужно убрать этот блок из тела, и тогда сердце откроется, и, в общем-то, сейчас 28 лет, я так понимаю, 27-28, ну, самое время, значит, для новой любви нужно убрать блок, который возник, и убрать, вот, поработать с теми ожиданиями, которые привели к вашему конфликту. Ну, если вы казашка, то, скорее всего, ну, что будет из ваших краев исключено, что у следующего мужа будет такой же таракан, как у предыдущего. Поэтому вы должны убрать эту идеализацию, что муж должен быть один, или муж должна быть одна жена. Расширится немножко граница. Это не значит, что ваш муж будет такой. Но если вы уберете вот это очень важное ожидание, то, скорее всего, такой мужчина маловероятно, что встретится. А если не уберете ожидание, то вероятность того, что встретится, очень, очень точно. Так, ну тут какие страны. Меня беспокоит грабли. Отношения на расстоянии, встречи с планами на будущее. Нарекание смысл отношений, выбрал контракт в Кении. Ну вот, а вы не поехали в Кению. Я не хочу в Кению. Да. Итальянец угнала сама. За что, непонятно. Голландец просто пропал после 10 месяцев. Я ищу специально иностранца, у меня нет цели уехать. Ну, 42 я многого достигла, хочу семью. Вот слова «я многого достигла» – это говорит о том, что человек имеет, видимо, свой бизнес. Ну, карьера вряд ли, если человек бы написал, работающий в госструктурах, ну, либо какая-то высокая должность какой-нибудь компании, транснациональной там, или богатой. Вот. Мужчины боятся сильных женщин, потому что там женского начала уже нет, скорее всего, потому что карабкаясь по бизнесу, карабкаясь по карьере, вы вырабатываете по неволе лидерские качества, а женственность, которая нам нужна, она, так сказать, осталась где-то. Поэтому здесь нужно работать над изменением своих убеждений, своей модели поведения. Да, в карьере, в своем бизнесе или в компании, где вы работаете, вы должны быть лидером, а люди должны вас бояться. Да, вы, так сказать, должности наши предполагают такое. Но выйдя из офиса, вы должны стать женщиной. То есть нужно заложить себе программу, что я вытаскиваю, выпускаю на волю внутреннюю женщину, как только выхожу из офиса. Это можно делать, потому что человек не обязан быть вот одинаковым, как табуретка и на работе, и в личной жизни. Он может быть на работе, он лидер, он принимает решения, он все вышел, он все доверяет своему мужу, женщине. Говорит, да, муж, ты принимаешь решение, я не лезу в эти дела. Я могу тебе посоветовать, но выбор за тобой.
есть она включает другую, то есть многогранная получается. Многогранная, во вторую грань могут влюбиться мужчины. В эту грань, соответственно, иностранцы, они же на русских клюют почему? Потому что думают, вот такая будет хозяйственная, домовитая, значит, щи варить будет, еще что-то. А потом пообщаться, понимаешь, что она еще хуже, чем их местные там иностранки, и, значит, чем их местные родные женщины и сбегают. Это понятно совершенно, потому что те женщины, о которых мечтают иностранцы, они в интернетах не ищут мужей обычно, потому что они просто не понимают, как это делать, они этого боятся. А в интернет выходят активные, деловые, так сказать, хваткие женщины, которых потом кидают своих мужей, и они, так сказать, понимают, они сбегают от вас. Поэтому предлагаю вам поработать с изменением вашей модели поведения. Это изменение, значит, на сайте Сияшу, это есть такой раздел «Меняем себя». Я думаю, что вам туда. Ну, понять, что мужчины хотят построить семью с женщиной, а не с бизнесменом, сказать, не с муном, который одержит себя как-то. Даже богатые мужчины не хотят, сказать, чтобы была возле них женщина. Можно ли встретить человека выйти замуж первый раз в 55 лет, если есть синдром брошенности? Мама оставила меня в 4 месяца бабушки. Имею дочь, был женский брак, нет навыка жизни с мужчиной, есть только страх. Ну, это не на игру к нам, это надо работать. Это нужно работать с прощением мамы, это перепрограммировать вот это самое ваше переживание, что мама отдала вас, вы бросили, убирать вот это самое ваше убеждение. Смотрю, отношения плохие, прощение матери, быть, да, то есть это все вместе 4 убирается. Нужно работать просто с собой. Если инструменты есть, пожалуйста, на сайте Яшу, зона 3, и там чистка на всех ваших недругов, и изменить вот это самое. Потому что синдром брошенности – это всего лишь не более чем убеждение, программа прописана в том, что мне никто не нужен, я брошенная. Вы просто эту программу переписываете, что я всем нужна, это не про вас, а я сама легко и сказать, удачно выстраиваю свои отношения с любым нужным мне человеком. Поднять самооценку нужно. Не то, что я брошенка, а я красивая женщина, которая, сказать, достойна любых отношений. Сколько вам лет, не имеет значения. И в 60 лет люди, значит, строят отношения. В 70, по-моему, даже строят. Но редко, конечно, но бывает. Но если внутренне очень позитивно. Вот. Мне 45 лет, красиво выгляжу на 35, самодостаточно, успешно, но при этом мягкое и доброе. Это все объективно. В личной жизни не везет. Нахожу только слабых мужчин, счастья нет. Значит, я уже в прошлый раз проводил пример на эту ситуацию, что у нас проходила тренинг женщина, примерно то же самое говорила. Я пишу, что вы, наверное, слабые мужчины притягиваются к сильным женщинам. Вот. Потому что они их осуждают. Вот. А я говорю, что вы, видимо, осуждаете слабых мужчин, поэтому, значит, они к вам не приходят. Они к вам, то есть они к вам притягиваются. Нужно их простить, позволить им существовать в этом мире, убрать их от себя. Поэтому я типа не осуждаю их, но я отношусь к ним брезгливо, потому что, ну что это за мужчина такой? Хотя это же сам мужчина для какой-нибудь женщины с более низким потенциалом мог бы стать нормальным, сказать, стать принцем. Если женщина там работает, например, как менеджер по уборке помещений, моет помещение. Конечно, у нее самооценка вообще там ниже плинтуса, и он для меня, возможно, был бы нормальным. Но по отношению вот такой самореализовавшейся женщины он слабый. Нужно поработать, допустить, что эти мужчины будут, значит, что они имеют право на существование. У нас это делается на 3-й неделе нашей игры. Вот первую неделю мы предлагаем прощать себя, вторую неделю прощать мужчин, а 3-ю неделю поработать с теми мужчинами, которых вы внутри себя не любите. Это не один слабый, там еще какие-то есть. Вот та женщина, которую я написала, она говорит, я поработала со слабыми мужчинами, они исчезли, но тут теперь проявились какие-то озабоченные, говорят, со мной знакомиться, но каждый хочет в этот же вечер затащить меня в постель. Я женщина взрослая, я не могу. Что делать? Я говорю, раз вы разогнали слабых, почему вы можете разогнать тех озабоченных? Вы как же не догадались. Поэтому все возможно, брать тех, чтобы к вам не притягивались те люди, которые вам нужны, нужно, значит, поработать. Приходите на игру, вы можете вполне эту задачу решить. Как вдохновиться, настроить на встречу своего мужчины взаимной любви. Игра «Начни свою любовь» 8 недель как раз для этого мы там и работаем. А вот интересное письмо.
Я говорю, Гульнара, я в депрессии, по моей вине. Я довела своего мужа, у нас развод. После того, как он ушел, поняла, что очень люблю его. Но все делала не так, как не ценила отношения, требовала от него внимания, любви, а сама и выпивала, и деньги себе не тратила. И по пьяни говорила ему, что не хочешь, не живи со мной. Я говорю, что мне не хватает ее любви, я вот такая интересная, ревновала к компьютеру, он все время играл в игры. У нас нет детей, надо было делать укол, из дома взять. А я еще думал, что сама рожу, бегала по стенам компании, вкладывала туда деньги, покупала только себе вещи, хотя денег не хватало вообще. Я как бы довела. Ну вот, просветление у девушки наступило. Вот. Прошло 5 месяцев, как он ушел, просто переехал в другой город, резко уволился с работы, жил то там, то сям, а месяц назад попросил развод. Мне не разрешил брать время на подумать, да. Я сейчас об этом жалею, может, за 3 месяца я смогла бы вернуть. Мне 46 лет. Я пью антидепрессант, не знаю, как дальше жить, на работу или хожу, с финансами трудно, ипотеку платить трудно, квартира не продается. Ну, порезвилась зато Гульнара, что ж, позавидуешь, живут же люди вот так сказать. Вот. Мужчина ее любит, она куражится как может. Ситуация разруливается. И, возможно, что вас еще муж ваш влюблен. Просто он боится вас панически. Вот вас такой шебутной, какая вы были. Вот. Что интересно, мужчины любят стервозных женщин, которые вот так ведут, потому что они непредсказуемые, и у меня нет ощущения, что вот это совершенно нет с тылами все в порядке, и как бы добиваться больше нечего. Такую же нужно добиваться, но когда уже достал совершенно, то мужчина сбежал. Но влюбленность у него есть, поэтому вы можете его вернуть. Для этого нужно вот, простить себя сначала за все то, что вы выкидывали. Ну, простить можно, но хотя муж-то, по-моему, там особо не был. То есть в основном прощение себя нужно. За все фокусы, которые вы делали месяца 2, так интенсивно поработать по часочку в день. Вот. Потом, так сказать, вытащите все программы поведения, которыми вы руководствуетесь. Я крутая, я немерно крутая, я выдающаяся, я какая-то еще. Вот. Загрузите себя нормально, что я нормальная женщина, я так сказать, живу за мужем, за своим мужем, я позволяю мужу принимать решения, я принимаю своего мужа в любом варианте его, сказать, увлечение его образа жизни, я довольна всем. И если вы уберете, то известно, что если вы 2 человека разругались вдрызг, один работает, убирает из себя эмоциональные блоки, то у другого просыпает чувство любви. Это может быть. Я думаю, что за 3 месяца вы можете все разрулить. Ну, рекомендую, на игре вы это не успеете, я думаю, что идти на сайт Свияж.ру, там есть раздел 11, по-моему, прощение, заходить туда и вот выполнять все, что там есть. Нужно прощать себя в первую очередь. Ну, простите любимого за то, что он, наверное, хотя он, скорее всего, вас не доводил, вы просто куражились как могли. И работать с изменением своей системы вот из самых внутренних программ поведения. Это там раздел следующий, 12. И тогда все может остановиться. Как сохранить семью, отношения и чувства, когда семья сталкивается с уголовным делом? Проблема супруга, 3 года в процессах, смотрим заранее. Ну, а в чем проблема-то, я не понимаю. Ну, да, муж попал во что-то, неприятности. Плохо, если он плачется в том, что вот, никак не могу победить, это плохо. Мужчина ведет себя неправильно. Вот. А то, что он, в процессах, то он борется за себя, за права, нормально. В чем проблема с чувствами? Чувства, скорее всего, просто остыли, потому что мужу не до вас, он энергетика просажена, он как бы борется с врагами. Ну, понимаете, вы создали семью, раз муж просил, то нужно все-таки его поддерживать внутренне и искать плюсы. Проблема не внешняя, мало ли, у кого-то уголовное дело, у кого-то там с работы уволили, у кого-то муж заболел, у кого-то у него интересы изменились, и что-то еще, кто-то мало зарабатывает. Это не повод разваливать семью, потому что не нужно концентрироваться на проблемах, нужно видеть достоинства. Поработать с этим, поработать с прощением мужа. Работа с эффективным прощением – техника самой эффективной, все, что я пробовал. Хочу спросить, можно ли с помощью эффективного прощения доставать подавленный гнев и ярость, агрессию? Особенно те, что были в детстве, всегда то какими фразами. Но не надо доставать гнев или ярость. Нужно работать с прощением конкретных объектов. В детстве, когда были у вас какие-то враги, вот прощайте, работать с прощением этих врагов. И все эти переживания, которые были у вас, вот, они вылезут сами по себе. Просто нужно поработать с объектами. Были в детстве. Значит, пропишите списочек тех обидчиков или недругов, которые у вас были в детстве, работайте с ними,
И все ваши гнев, ярость и прочие недовольства, они все уйдут. Так, что у нас в общем чате? Сейчас посмотрю, секундочку. Значит, здравствуйте, заряд против мужчин – это про меня. Повторяю как мантру, что мужчины мне не нужны, и тем самым не могу расслабиться и привлечь достойных. Чьи требования к ним завышены. Ну, понятно? Если вы говорите, что мужчины мне не нужны, то вы же хозяйка своего тела. Ваше подсознание слушает вас и говорит, мужчины нам не нужны. Все, будем отгонять. Мы никого не видим, мы никого не нужны. Если будете говорить, что мужчины нужны, там какие-то другие могут быть механизмы. Но, значит, уж если вы бормочете, что мужчины не нужны, то, значит, соответственно, сказать, не ждите, что что-то произойдет. Потому что подсознание исполняет те команды, которые вы ему даете. Приходите на игру, почистите со всеми, измените свои убеждения. Вышла замуж, родила сына за мужчину, который на первом месте ценит дочерей от прошлого брака, мать и сестру с 3 детьми. Потом я дом строит для всех один. Как выйти из этой ситуации, что делать? Ну, никак не выйти. Вы же, когда выбирали мужчину, то, значит, нужно было смотреть, нужно было думать, но там, так сказать, видимо, голова не очень-то работала. Видели мужчину, притащили, а он оказался большим прицепом. Единственный выход – это вы сами должны изменить себе свои убеждения, свое отношение к нему. Нужно, во-первых, поработать с прощением своего мужа и позволить ему любить всех вас и кого-то еще. Во-вторых, изменить отношение, что, так сказать, вашему мужу должна быть только, значит, что он должен сконцентрироваться только на вас. Программа типа «Отныне я позволяю моему мужу жить тем образом жизни, который он считает важным». Отныне я позволяю, я люблю своего мужа за то, что он заботится обо всех своих детях, в том числе о вашем ребенке тоже будет заботиться. Но вот загробастать его, собственно, так сказать, единоличное владение у вас не получится. У вас единственный выход – это изменить отношение к тому, что происходит. Если он строит дом, в котором будут все жить, слава богу, сказать, я знал значит, мужчин, которые жили, по 3-4 раза разводились, у них от всех браков были дети, эти жены между собой общались, они отдавали друг другу детей, сказать, на сохранение, когда они куда-нибудь уезжали, вот, помогали друг другу и так далее. Ну, женское такое сообщество при мужчине. Это вполне нормально, женщины не цеплялись за идею, что этот мужчина должен быть только моей собственностью, полным моим распоряжением. Уберите эту глупость из головы. И все будет нормально, у вас отличный муж, заботливый, хозяйственный, строит дом, на счет деньги есть. Другого вы не найдете. Поработайте с собой. У меня нет понимания, зачем мне мужчина. Из души мне такое, надо, чтобы было. А те, кто были, мне не нравились. Ну, значит, просто сердце пока не открылось. Нет того, который вам нужен. Ну, тут смотреть надо. Возможно, у вас негативное прошлое было, и это прошлое не позволяет вашему сердцу открыться. Возможно, вам нужно почиститься на ваших прошлых. Мужчины, если они, конечно, были, как же не были. Вот. И тогда сердце, наконец, откроется. Что-то внутри вас не позволяет вашему сердцу открыться. Сейчас не нужно это осуждать, не нужно получайте кайф от того. Потому что некоторые думают, вот выйду замуж, вот начнется счастье. Там начнется счастье. Дети содержать, воспитывать, кормить, поить, обустраивать, там еще что-то. И вот оно счастье. Говорит, Господи, как хорошо было раньше. Есть анекдот такой даже. Девушка выходит замуж, все уже вот на венчании, она сидит, мать ей причесывает волосы, говорит, вот, дочка, выйдешь замуж и поймешь, что такое счастье. И только поздно будет. Вот, например, такой вариант. Значит, если были раньше обидчики, то сейчас к ним не чувствую ничего. Все равно надо делать, да, надо делать эффективное прощение, потому что были обидчики, значит, вы обижались, вы с ними боролись, пытались их победить, не удалось, потому что они были сильнее. Нужно их убрать, и главное простить себя, да. Потому что эмоциональная грязь не убирается, мы таскаем всю жизнь. Потому что когда человек начинает чиститься, вот он свежую там, обиду на мужа там, или на жену убрал, потом вспоминает родителей, потом вспоминает какого-то друга или подругу, потом еще кого-то. И вот слоями там всплывает, подсознание начинает подбрасывать, кого простите, доходит до того, что даже человек неожиданно вспоминает, как он там
в 5 лет сидел там где-то в песочнице, что ли, играл игрушки, подошел какой-то мальчик, отобрал игрушку, горько плакал, бежался, там сказать, было сильное эмоциональное переживание по поводу произошедшего. И вот оно, человеку там уже под 50 лет, он вдруг вспоминает, это все, слезы наступают, он вспомнится. Этот блок всплыл, просто он был придавлен другими блоками, условно говоря. Вот. И он, так сказать, себя никак не проявлял. Когда остальные убрали, тут тогда и он всплыл тоже. И организм говорит, вот надо еще убрать вот это воспоминание. Работая по вашим книгам, жизнь поменялась в лучшую сторону, стала самостоятельной. За спиной выросли крылья, но муж стал похож на 14-летнего подростка, засел за компьютерные игры. Ну, наверное, вы стали очень самостоятельно, независимо, стали принимать решения. Муж утер лоб рукой и сказал, господи, наконец-то есть кому все делать, все принимать решения. Он, значит, засел за компьютером. У нас была ситуация, на тренинге женщина рассказывала, у нее был совместный с мужем бизнес. Муж директор компании, магазин они там открыли. Она бухгалтер. Вот. Прошло 3 года, я смотрю, муж потихоньку спихнул на меня всю работу. Я теперь не только бухгалтер, я, так сказать, заведую, так сказать, и товары, и закупаю товары, и то делаю, и то, а муж только как шофер. Он мне говорит, дорогая, у тебя все так хорошо получилось, смотри, ты так и поговориться можешь, ты то, а я не могу, я такой себя. В итоге он сидит, говорит, играет домино с мужиками на целые деньги, когда нужно отвести отводит, скажешь, как грузчик выступает, а все остальное на меня свое. То есть я и баба, я и там и конь, сказать, и что там еще говорят. Вот. Я ему говорю, давай, ты же директор, ты же... Нет, дорогая, у тебя все очень хорошо, не надо, потом мы развалим весь бизнес. Так вот она поняла, что она сама позволила, вот, сказать, подтянув на себя различные, сказать, принятия решений, ситуации, она позволила ему расслабиться и уйти. И она стала потихоньку его возвращать. Она стала его, теперь она стала просить, дорогой, помоги, пожалуйста, вот я не успеваю, вот съезди туда, вот реши там этот вопрос, сделай, пожалуйста, вот это. Ну, раз спросит, куда деваться, вынужден был. Говорит, где-то мне года 4, даже чуть ли не 5 раз понадобилось для того, чтобы опять его сделать директором магазина полноценным, а себя сделать бухгалтером. Поэтому, если вот вы так поднялись, что ваш муж сбежал, начинаете опять, значит, его выталкивать туда. Вот те решения, которые принимал он, не нужно тянуть на себя. Да, вы самодостаточны, да, хорошо, но вы перезахватили все позиции, и он радостно убежал. Теперь начинайте потихоньку, но не с криками, не с воплями, не с агрессией, потому что тут же станет дыбы, начнется конфликт, и семья развалится. Потихонечку, ласково там поручить ему одну делать, попросить сделать другую, третью, чтобы он прежде вернулся к тем делам, которые он делал. Тогда у него не будет времени для компьютерной игры. Ну и вот тут я сама не могу разобраться, что зачем следует делать, чтобы наверняка прийти. Значит, у нас есть Академия успеха, 9-месячная программа. Вот она, по-моему, только что началась. Подключайтесь к ней, и там вам все расскажут. Вы будете там, сказать, спрощение проходить, изменить себя будете проходить, все будете проходить. Вот, и вас за уши вытянут из вашего болота, в которое вы себя загнали. Вас не можете сами. Много обид, агрессии, комплексов мужчины, или женатый, или слабый, запуталась. Юля, приходите на нашу игру, получите мощный импульс. Возможно, что все уберете. Конечно, более мощная это Академия успеха, 9-месячная, но запутались вы, мы вас распутаем, приходите на игру, она в конце октября начнется. Ссылочку, наверное, сюда я не знаю. Зайдите на сайт тренингового центра и посмотрите «Игра «Начни свою любовь». Там полно объявлений на эту тему. Так. Возвращаемся в чат. Другой. Как проработать тирана? Разошлись 2 года назад, не дает спокойно жить, угроза заставляет жить с ним, а жить с ним не хочу. Но он чувствует, что вы реагируете на его, значит, то есть у вас, видимо, независимость повышенная, поэтому вы вышли замуж что ли, да? За тирана, да, с человеком жестким контролем. Нужно убрать свою независимость, он не тиран, он очень, то есть заменить свои убеждения, поработать с его прощением, конечно, и заменить свои убеждения о том, что вы
с интересом и удовольствием воспринимает любую попытку заботиться о вас. Он не тиранит вас, он заботится о вас как может. И вы, сказать, не приемлете его заботу. Вот когда вы измените свое отношение к нему не как к тирану, а как к заботе, то тогда вы станете ему неинтересны, и он от вас отвяжется. Когда делаю эффективное прощение себе, почти ничего не чувствую. Почему? Я тоже ничего не чувствую. Это нормально. Значит, у вас нет острых таких блоков, они все там где-то в глубине, но их нужно чистить все равно. Обычно мы заказываем у Вселенной. Просите Бога, что выбрал для вас того, кто будет лучшим для вас. Говорят, помогает. Ну, конечно, сказать, попросите, сказать, на халяву, что к вам придет. Ну, что там в церквях, смотрю, толпы стоят, просят, но что я не видел, чтобы им реально помог. Как встретить своего мужчину, если сейчас есть отношения? Сложно, я скажу, что мужчину встретить выше на улице, он полный мужчина, вы встретили. А вот если у вас сердце сейчас, знаете, влюбленность организует инстинкт продолжения рода. Он выбрал вашего мужчину. Он никого больше не выберет, потому что значит, он признал этого. Нужно разорвать одни отношения для того, чтобы найти другого, чтобы ваш инстинкт продолжения рода, так сказать, выбрал вам другого мужчину. Пока он выбрал это, он будет за него цепляться, все остальные будут неинтересны. Примерно так. После нарцисса подавлено, как очистить, вернуть себя. Очень просто. Не знаю, в чем проблема с нарциссом? Он любил себя, вы не любили себя. То есть нужно описывать, я не очень понимаю, что это значит. Вселенная чаще подкидывает Шурака. Никакая Вселенная нам ничего не подкидывает. Вы сами находите себе противоположность, потому что у вас есть очень важные идеи, и ваш рептильный мозг указывает вам на людей, которые будут разрушать ваши идеи. Они совершенно понятны. Нам от неграмотности валят люди на Вселенную, на Бога, на кого-то, на бесов, на кого-то еще. Все сами делайте. Уберите идеализации, никаких врагов вокруг вас не будет. Вселенная никакая вам не нужна будет. Вселенная. Несколько лет назад сделала заказ мужчины, через 2 месяца получила. Еще через несколько лет совместной жизни поняла, заказ был неточным. Расстались. Год назад опять заказала, получила. Опять не совсем, что нужно, как быть. Приходите на игру, на 3-5 неделе вы уберете свои избыточно значимые ожидания, и тогда будет то, что нужно, раз получается. Нужно убрать осуждение каких-то людей, и тогда, значит, вы не будете видеть этих людей. Вы будете выбирать из того, кто вам нужен. Я боюсь отношений с мужчиной из-за кредитов. Что делать? Что значит из-за кредитов? Они у вас берут деньги и не отдают, что ли? Не понимаю. Я с бывшим общаюсь, хорошие дружеские отношения, вроде не люблю его как мужчина. У меня ни у кого, у меня тоже делимся новостями разными, друзья. Я решил, что готова к новым отношениям, но за эти 3 года так никого подходящего под мои критерии не встретил. Может быть, сидел в общении с бывшим или представителем других с ним сравниваю, хотя он тоже не делал. Ну, скорее всего, да. То есть у вас есть мужчина, защищенное ощущение, что мужчина вот у меня есть, и тогда ваш кто там у нас, инстинкт выживания не ищет вам другого. Внутренне вы не расстались. Как правильно поставить цели, если у меня есть постоянно повторяющая ситуация? Сейчас с мужчиной, с которым не может быть будущего. Один иностранец, второй старше на 23 года, третий территориально удаленно, жили в разных городах, четвертый женатый. Сказано, встречаясь по 5-7 лет. Ну, с иностранцем вы могли, сказать, быть будущее. Почему нет? Старше на 23 года могло быть будущее. Почему нет? Это вы сами выбрали. Территориальную удаленность, ну, могли переехать, если была любовь. Но вы выбрали не переезжать, сказать. Вот, любовь на расстоянии, она такая романтическая. Когда вместе живут, и каждый день видишь, он ходит, там, сморкается, в туалет хочет, там, зубы чистит, сказать, там, и прочее. Любовь быстро проходит. 37 лет. Возможно, есть такой механизм скрытой выгоды, что вы не хотите замужества, поэтому бессознательно выбираете, боитесь замужества. У вас какой-то есть страх потерять независимость, что-то еще.
Когда женщина влюбляется только в женатых, то, соответственно, у нее, скорее всего, там на 90% страх близких отношений, страх попасть под чье-то влияние. Наверное, в прошлом было что-то, что она пожила с кем-то, увидела, как это плохо, и сказала себе команду, что я никогда не буду жить близко с мужчиной. Поэтому она влюбляется в того, кого нельзя значит, построить отношения. Нужно разбираться с собой. Вот здесь это суждение так. Мужчина на сайтах знакомств – это нечто. Всем пишут банальные комплименты, ласковые, нежные слова. На самом деле хотят секса. Ну да, так и есть. А что? А женщины что хотят? Ну, женщины хотят денег, стабильности какой-то, безопасности. То же самое, сказать. Чем это хуже, чем желание секса? Так и есть на самом деле. Но если вы осуждать будете, сказать, этих мужчин, то, соответственно, они будут к вам притягиваться. Вы будете видеть только таких. Когда вы будете спокойно, доброжелательно относиться к мужчинам, которые хотят секса, потому что у них физиология такая, деваться некуда, то тогда значит, к вам будут сказать, притягиваться нормально, потому что довольно много людей устроили свою личную жизнь через интернет. Ничего страшного в этом нет. Я вышла замуж за 20 лет, 25 развелась, муж был очень инфантильным, была энергетически скучной и свекровью. Но он инфантильный был, как он мог скушать вас? Дыру здоровья до сих пор не получается полностью восстановить. Сейчас 52, но все еще не дается построить серьезные отношения с хорошим мужчиной. Эмоции в сторону бывшего мужа давно нет. Что нужно делать, чтобы реализовать новую экономическую семью? Ну, у вас какая-то энергетическая модель, что вас кто-то скушал, я даже не знаю, как бы. Я с этими моделями не работаю, поэтому, извините, как бы, ничем помочь не могу. Меня дважды бросили беременной, и после тоже отношения некрасиво заканчивались. Так что ваши... Ну, бывает, наверное, такое. Ну, нужно разбираться, почему так происходит, почему вас бросают брошенные. Наверное, знаете, как бы хорошую жену не бросает мужчина. Вот. Не уходит от нее. И, соответственно, хорошего мужа тоже жену не бросает женщину. Почему мужчину не бросает? Если ушли, значит, вы достали человека до печенок. Посмотрите на свое поведение. То все вокруг плохие, а вы, конечно, царица. Ну, просто нужно реально понять, что происходит. Скажите, пожалуйста, если есть отношения с мужчиной, но он уже надоел мне, я чувствую, что он не мой человек. Пора незаконченные отношения, пока незаконченные отношения другие не смогут начаться. Ну, думаю, что отношения-то у вас есть уже. Вы можете их разорвать, есть же приемы простые. Вот. Ну, прием антилюбовь там у меня на сайте, по-моему, есть. Можно зайти на сайт Сияшу, раздел 5 или 6, там, семья, дети. Там есть прием антилюбовь. Почитайте, поработайте недельки 2 месяца, наверное. И, соответственно, ваше сердце полностью закроется. Вы не можете не разрывать отношения, можете жить с ним, но главное, чтобы сердце закрылось. И тогда ваш рептильный мозг, значит, вы создаете в себе желание кого-то найти, он начнет вам подыскивать. А сейчас пока нет. Муж умер, после смерти узнал, что у него была любовница, работала над прощением мужа и всех мужчин. Но отношения по новой не складываются ни с кем. Мужа любила и невольно сравниваю с ним. Вот это больная тема, когда муж был такой сильный лидер, сильный мужчина, даже отец, если был очень сильный мужчина, то дочка все время сравнивает мужчин с отцом или с мужем. Нужно убрать это сравнение. Пока вы будете восторгаться мужем, то вы будете все время, значит, будете сравнивать и, скорее всего, никого не найдете. Если либо должен быть какой-то выдающийся мужчина, но это не так просто. Вот. Наверное, нужно немножко развенчать образ мужа, попробовать. Это вот примерно как разойтись, как разлюбить. Нужно найти 5-7 недостатков мужчины и начать концентрировать свое внимание на недостатках. Пока вы концентрируете внимание на недостатках, вот, ваш рептильный мозг понимает, что он ошибся в выборе, и он потихоньку отключает вашу влюбленность. Может быть, по отношению к вашему мужу что-то подобное сделать. Иначе будете все время, значит, восхищаться только им. Ну, а то, что он умер, рептильный мозг, к сожалению, этого не понимает. Светлана,
Встречалась с парнем 1,5 года, потом он бросил меня, где-то 21, а сейчас 31, до сих пор не могу встретить свою половину. Ну, что могу сказать? Стандартный алгоритм. Вы испытали 21 очень сильное переживание, значит, и до сих пор оно у вас сидит. Нужно его убирать. Приходите на игру, уберите остальных тараканов своих, и смотришь, станете более желанным для мужчин. А если он бабником оказался, да еще и женатым, а все остальное мне по заказу очень нравится, я могу его с ним легко построить. Вот. Два указанных фактора не дают. Значит, нужно убрать это нахрен, эти факторы. Значит, те, которые сказать, просто что такое фактор? Фактор – это некое убеждение, то, что мужчина должен быть таким-то, таким-то. Загрузите в другое совершенно убеждение, противоположное. У нас на сайте Сияшу в разделе 12 «Меняем себя», там есть примеры, как меняется на противоположное позитивное убеждение, в зоне 3. Вот. Там нужно изменить, и тогда все изменится. Не нужно просто тупо следовать тем программам, которые каким-то образом были загружены у вас. И они теперь диктуют ваше поведение, потому что подсознание исполняет те программы, которые у вас заложены. И вот что во чем вы убеждены, то в вашей жизни происходит. Взяли, залезли, убрали эту программу, заложили новую, начнет происходить то, что новое. Меня почему-то всегда мужики предают. Я их дышу почти 3 года. Они рядом со мной сопли жуют, как мямли. Притягивают слабые мужчины. Не принцип. Вот. Ну, я уже сказал, то, что осуждаешь, что получаешь. Вот. Значит, вы их осуждаете, вот сопли жуют, значит, мямлики. Вот. Нужно убрать осуждение вот этих самых слабых мужчин. Тогда они, наверное, вы просто на них не будете обращать внимания. Не будут вокруг вас, но вам будет пофиг. А сейчас пока что вы видите только их, ваш рептильный мозг указывает на них. Ну, приглашаю на игру, там мы будем все это убирать. Я думаю, что у вас еще и там идеализация есть. Вот. Со всем этим нужно работать. Ну вот, Светлана, значит, приходите на игру, я думаю, что вы там хорошо почистите. И когда мужики продают, тоже можно изменить. Там нужно не только простить, там нужно себя изменить, потому что, наверное, у вас не хватает женского начала, так сказать. Чувствуют вас мужика, и, значит, они к вам притягиваются. Мне пока не нужен мужчина не для создания семьи, а просто для дружеских любовных отношений. Как правильно сформулировать? Много проблем. Все то же самое, только слово «замуж» нужно убрать, а все остальное оставить. Вот у меня был этот пример. В течение 6 месяцев, встречая своего любимого мужчину, мы наслаждаемся нашей любовью многие годы. Ну вот, пожалуйста, фраза. В течение 6 месяцев, встречая своего любимого мужчину, можете 3 месяца, можете, наслаждаемся нашей любовью многие годы. Дальше просто загружаете эту фразу в себя и получаете то, что вы хотите получить. Уж любовника найти совсем несложно, в отличие от мужа. Чем он, так сказать, вы тут не говорите, что он должен быть, не должен быть женатым. Пусть он будет женатым, тогда будет совсем все хорошо. В процессе знакомства и общения в соцсетях мужчина попросил материальной помощи. Я ему отказала, но продолжает общение. Я это правильно восприняла. Ну, что эта ситуация делает? Продолжать общение или прекратить? Ну, он думает, что вы, наверное, все-таки ему подадите. Поэтому он с вами продолжит общение. Я бы на вашем месте, конечно, с ним расстался. Так, значит, ну что еще относительно цели? Смотрите, ну, на игре я довольно подробно об этом рассказываю, но тоже идею какую скажу, что когда вы формулируете формулу цели, то достаточно важно заявить, что вы хотите, какой вид отношений вы хотите. Ну, там, если хотите просто секса, это одно. А если вы хотите построить семью, то есть брак официальный, то нужно смотреть. Есть два, я думаю, что больше, но хотя бы для начала 2, значит, принципиально разных видов отношений мужчины и женщины. Есть отношения замуж. Когда вы в формулу цели ставите «я выхожу замуж»,
то вы должны понимать, что подсознание понимает это однозначно. Из своего, там, сказать, не подсознание, а рептильный мозг, который организует встречу, он понимает однозначно, что вы хотите за мужа. И хотите жить той семьей, которой жили 100, 200, 500 тысяч лет назад, когда женщина рожала детей, значит, сидела дома, муж зарабатывал свои деньги, был добытчиком. И женщина не имела особого права голоса, вот, потому что все решал он, так сказать, как хозяин семьи, был домострой. Сейчас мир изменился, женщины стали зарабатывать, и они хотят домостроя, они хотят, чтобы им командовали. Там на Западе вообще там непонятно, что творится. Мужчин начали приучать, чтобы они там писали сидя, чтобы не отличались от женщин. Вот. И там вроде сопротивляются. Вот. И это домострой, так сказать, доминирование мужчины, это один. Это нормально, естественно, для мужского, для рептильного мозга, так сказать, способ построения семейной жизни. Если вы будете форму писать «я выхожу замуж за такого-такого», то, скорее всего, вы влюбитесь в мужчину, который будет претендовать на главенство в себе. А если вы самостоятельная, независимая, там, зарабатываете нормальное количество денег, то вас это не устроит, чтобы вам это что-то, чтобы ваш голос не был очень сильно услышан. Вы поднимете бунт, начнете, так сказать, ругаться, и в конце концов все развалится. Вас не устроит семья, когда вы замужем. Вас устроит семья, когда вы на муже, на шее там сели, спереди мужа. Или, значит, вы хотя бы равноправные отношения. У каждой личности свое пространство, каждый имеет определенный ветер свободы. Вы договариваетесь. Это называется партнерский брак. Вот в вашей формуле нужно посмотреть, что вы хотите, какие отношения вас устроят. Или я выхожу замуж, или я строю партнерский брак с любящим меня, любимым мужчиной и так далее. Тогда притянется к вам совсем другой мужчина, тот, который не будет пытаться, так сказать, вами рулить, а будет признавать вас как человека, который имеет общие права. Ну, понимаете, здесь только тут будьте разумны, потому что сейчас меня услышали, все, он будет меня содержать, но у нас будут партнерские отношения. Это не партнерские отношения, если он вас содержит. Если он вас содержит, то значит вы будете замужем, и вы не имеете, так сказать, права там, сказать, особо диктовать условия, ему что-то. У вас нет такого голоса, права голоса. Вот. А если вы даже меньше зарабатываете, вы зарабатываете самостоятельно. Да? Часть работы по дому выполняете вы, часть работы выполняет дома муж. И так далее. То тогда партнерские отношения. Да, партнеры могут немножко неравноправны, но это уже не считается. Если вы совсем иждивенко и не хотите ничего делать, хотите, чтобы муж вас содержал, то тогда уж ни о каком партнерских отношениях не заикайтесь. Иначе подсознание станет в растопырку и не поймет, что же ей надо. Чтобы ее содержали, или чтобы, так сказать, у них были равные отношения. Равные отношения с содержанием – это нонсенс. Это тоже особенность, которую нужно учитывать. Возможно ли возобновить отношения с мужчиной, которые расстались 20 лет назад? Какие проблемы на пути друг к другу? Печальный опыт. Стоит ли не играть в свечи? Откуда я знаю? Сердце могло закрыться за 20 лет. Могло не закрыться. У нас сотрудница одна, я знаю, она родила ребенка, мужчина, 30 лет назад примерно. Вот он был женат, они уехали, там, не виделись, а тут узнают вдруг, что у них брак. Они опять сошлись и стали семьей. То есть все бывает. Если влюбленность осталась в сердце, то, возможно, осталось. Это нужно проверять. Если 20 лет не поддерживали никаких отношений, ну, все равно можете сделать шаг, может, два. Но прежде чем сделать, значит, вы расстались-то не просто так, вы расстались с взаимной руганью, скорее всего, с претензиями. Нужно убрать все претензии, то есть поработать с прощением его, прощением, сказать, себя за то, что вы предъявляли избыточные требования, и потом, как через 20 лет поняли, что он самый лучший. Вы поработаете, то вы увидите, что вот просто если будете работать с прощением этого мужчины, что если у вас там еще отношения могут остановиться, то он вас найдет, он вам позвонит, он вам напишет. Так бывает. Вот люди там на тренинг там приходят, когда еще очные тренинги вели, сейчас только вебинар ведем, и, скажем, семья там, так сказать, с сестрой разругались насмерть, 10 лет не разговаривают вообще, сказать, она живет в другом городе, и вы не звоните никогда, не разговариваете, сказать, разорвали отношения, потому что что-то она сделала не такое, вас не устроило. Вот. Работала на вебинаре, там подышала часок с прощением на сестру, выходит там на улицу, на семинаре, выходит на улицу, телефонный звонок, она поднимает трубку,
трубку, сестра говорит: привет, как дела, как там дети, как то-то, как будто вчера расстались. Это бывает. Поэтому я думаю, что вот если расстались 20 лет назад, то можно попробовать поработать с прощением себя и прощением того мужчины и себя за то, что вы разорвали отношения. Вот. И посмотреть, если он объявится, то, значит, перспектива есть. Примерно так. Ну, чистка в любом случае полезная вещь. Вхожу в программу 10 шагов к обеспеченной жизни. Сначала были улучшения, в данный момент все идет кувырком. Как быть? Ну, как бы, чтобы не сварилось, все к лучшему как в этом мире. Приходит кувырком, это не значит, что... Возможно, там бывает ситуация, понимаете, вот чего-то я там работал с прощением, меня уволили с работы. Но так он работал с прощением, работал с программированием, просил большую зарплату, например. А на этом месте зарплату большую не платят, принципиально ему. Он не может ее здесь получить. Ему нужно куда-то идти в другое место. Он боится уйти куда-то. И он начинает, так сказать, программировать, что я увеличиваю зарплату. И в итоге, значит, происходит, что его увольняют отсюда, выкидывают из скандала. Он уходит и находит хорошее другое место. То есть иногда переход к новому результату происходит через разрушение этого результата. Потому что вы можете за него цепляться и думать, что вот только здесь все будет. Но нет, оказывается, что нужно это бросить и перейти куда-то в другое место. Поэтому спокойно относитесь как бы со стороны к этой ситуации. Потому что все, что, если вы работаете с чистками, то, значит, вас ангелы отдирают от бесов, а вы цепляетесь за бесов. Возможно, вот улучшение произойдет через ухудшение. В данном случае идет ухудшение. Это спокойно, относитесь к этому совершенно спокойно и продолжайте работать. Работайте с программированием. Разрыв шаблона. Ну, я не использую эту фразу, этот термин. Это из НЛП, скорее всего, разрыв шаблона. По-моему, это коренные используют такой термин. Идите к ней на вебинар, послушайте, что она об этом расскажет. То есть люди живут привычными моделями поведения, которые загружены подсознанием, мы как роботы исполняем от одной к другой, переходим, другой, третий, третий, четвертый. Разрыв шаблона – это прекратить выполнять то, что вы привычки делаете, сделать что-то новое, нестандартное. И, значит, при этом включатся мозги, вы начнете думать, что же менять. Можно ли не потерять мужа, работая над собой, изменить его? Например, сделать целеустремленного, трудолюбивого, иметь желание зарабатывать деньги. Опыт показывает, что это бесполезно. Если у него нет изначально таких качеств, и он ничего не делает, то, чтобы они появились, то сделать из мужа такого, какого вы хотите, не получится. Вы когда-то любили его, вот такой, какой он есть сейчас. Он же не стал хуже, он остался таким же. Не увидели в нем достоинства. Сейчас прошло, видимо, какое-то время, влюбленность спала, и вы стали видеть, что он, так сказать, объективно другой. Но изменить его качество без его, так сказать, усилий я не очень представляю себе как. Совсем не представляю. Вот. Вы можете потихоньку его куда-то поглаживанием привить ему какую-то новую привычку, но это привычка какая-то. А вот так, чтобы он стал целеустремленным. Аудионастрой у нас есть. Вот аудионастрой можете купить. Я как раз про целеустремленность, там есть такой у нас аудионастрой. Это что такое? Это запись новых программ поведения, которая закодирована, и вы слышите только шум моря, там волны на берег набегают, и все. Вы можете этот настрой взять, включить дома и крутить его с утра до вечера, чтобы муж, вот когда муж слушает, чтобы вы крутили. Просто вы ему ничего не говорите, вы крутите этот настрой потихоньку, а он может потихоньку меняться. Ну, крутить нужно часов 200-300, чтобы получили эффект. Нужно понимать, что там говорит 40 часов, но 40 часов это для четкие изменения для 15-летней девушки, которая хочет там полюбить себя. Вот у нее там через 15 лет она идет и бреет себя на лысо. У нас был такой опыт. Она считала себя дурнушкой. Вот. А чтобы мужчину изменить, такого взрослого, какие-то качества привить новые, ну, это часов 200 надо, может 300 часов. Чтобы птички, чтобы он слышал, как птички журчат 200 или 300 часов. Если он будет беситься, ну, вы включите на минимальную громкость, чтобы он почти не слышал. Все равно это работает. Попробуйте. Вот такой, так сказать, инструмент влияния других людей, он бывает. Много обид, агрессивность, комплексы, мужчины или женатые, или слабые, запуталась. Ну, все стандартно совершенно, Юля. У вас есть
очень значимые ожидания, какими должны быть мужчины, соответственно, к вам притягиваются другие мужчины, вы имели отношения и влюбляясь в мужчин, которые разрушали очень важные ваши ожидания от мужчин тех же в поведении, вы испытывали эмоциональные, так сказать, переживания сильные, эти переживания остались у вас в теле, стали эмоциональный блок, и теперь этот блок управляет вашим поведением. Никого приличного вы теперь не увидите. Чтобы открыть сердце, стать благополучным человеком, нужно стать благополучным человеком. Нужно убрать из себя все негативные воспоминания о ваших переживаниях по отношению к мужчинам. По отношению к себе, наверное, тоже. Вот. И второе, сменить свои убеждения, то есть перестать ждать, что мужчина притягивает слабые, значит, вы осуждаете слабых, что осуждаете, что притягивается. Безденежных будут притягиваться безденежные. Осуждаете каких-нибудь зануд, будут притягиваться зануды и так далее. Вот он состоит будет списочек всех, кого вы не любите, кого осуждаете, даже вы не нервничаете, вы просто, так сказать, брезгливо относитесь. Это достаточно, чтобы ваш рептильный мозг указывал на них, и вы видели их вокруг себя. Вот. Ну, приходите на игру, там можете только работать нужно. Хорошо почистить, и у вас, значит, ситуация может измениться. Так, ну что, друзья, как понять, что ты вошел в нужное состояние во время эффективного прощения? Да нет там никаких специальных состояний. Просто дышите и повторяете. Все равно, когда вы дышите активно, вы нагоняете энергией, и ваша контрольная функция, она снижается. Это примерно вот когда вы куда-то опаздываете, спешите, и чтобы вы были готовы, что вы спешите, вы опаздываете, опоздание – это опасность. Ваш мозг дает вам дополнительную энергию, вы испытываете дополнительное возбуждение. И вы теряете контроль, я про себя много раз знаю. То очки забуду, то телефон забуду, то документы какие-нибудь забуду, еще что-нибудь. Как только спишь, обязательно какую-нибудь глупость сделаешь. То есть теряется контроль. Ну, собственно, этот эффект используем. Мы только не путем опоздания создаем все дополнительные возбуждения, а путем дыхания. Поначалу, когда человек дышит, у него идут какие-то телесные реакции, когда блоки чистятся. Потом у него никаких телесных реакций нет. Я уже лет 10, наверное, не чувствую никаких реакций, потому что я даже 20 лет назад начал дышать. Трубкой дышал сначала. Вот. Ну, просто я знаю, что если я дышу, то усвоение лучше. Если я не дышу, то усвоение, я просто могу повторять, но усвоение будет хуже. Поэтому никаких состояний специальных нет. Это не медитация, тут нет рации состояния, тут нет какой-то там тишины. Просто повторяете, дышите, повторяете, и все. Если не можете разобраться, что делать, заходите на сайт Свияшу, там есть 30 разделов разных, что зачем сказать, там есть работа с обидами, работа с чувством вины, работа со страхами, там, работа с изменением себя, работа с прощением. Там есть 30 разных разделов. Пожалуйста, выбирайте самый подходящий вам и работайте там везде примерно один и тот же алгоритм. Ну, немножко отличается, фразами отличается, содержанием отличается, но, в принципе, все можно разобраться. Так, друзья, ну что, значит, на этом наша встреча близится к концу. Что я хочу сказать? Что человек познаваемый. Те процессы, которые происходят у нас, познаваемы. Никакого вмешательства внешних сил в наши процессы нет. Никому мы нахрен не нужны. Все творим мы сами. Но часто мы не понимаем, как мы это творим. Отсюда вся неразбериха возникает. Мы живем готовой программой поведения. Мы как биороботы все время выполняем. Утром встал, пошел, поделал, тут, один за другим. Это как бы, значит, это автоматизм, он очень удобен, потому что не нужно думать, что делать в следующий раз. Но, к сожалению, сказать, в итоге жизнь проходит вот однообразно очень, и вырваться из нее нужно хоть шаблон разорвать. Вот, или принудительно что-то делать. Вот. Это один механизм, который управляет нами. И вы привыкли жить в одиночестве, то, соответственно, у вас выработалась привычка, и теперь даже нет времени, чтобы там заняться, потому что все время занято вот этими какими-то стандартными делами. И второе, это вот рептильный мозг, который остался у нас.
это не у всех, вот эта идеализация, сказать, и негативные переживания, это не у всех. У людей, которые живут в благополучной среде, у них этого нет, потому что там рептильный мозг находится в загоне, и он не управляет поведением. А мы живем в среде, где у нас, особенно вот в маленьких республиках живет, очень сильно влияние рептильного мозга. Он очень он активно защищает нас, потому что жизнь опасная, вся наша Россия, она опасное место, где все время то революция, то катастрофа, то очень какая-то неразбериха. И мы напряжены. Вот. И, соответственно, рептильный мозг всегда бдит, и если у нас есть идеализация сверхважной идеи, то он вмешивается, создает нас вот эту борьбу, борьба порождает эмоциональные блоки начинают управлять. Вот такая фигня творится. Значит, хотите жить более осознанно, более разумно, не быть роботом, который исполняет программы, заложенные самостоятельно, там, родители навесили, там, социум навесил, телевидение навесил, то нужно их вытащить из себя и как бы посмотреть, нужна или нет. Не нужна, выкидывайте. Пусть качество можно личность изменить, все что угодно. Можно открыть себе жизнь, можно открыть себе мужество, можно целеустремленность. Вот что мы заложили, с какую команду прописали, потом ее качественно загрузили, и все, вы стали таким человеком. Ну, там есть свои тонкости, нужно показать, что значит, потому что вы говорите, я хочу быть женственным, но не показывать, что это такое. Сознание, как оно выберет, что такое женственное. Ну, начнет придумывать какой-нибудь, возьмет из кинофильма какой-нибудь образ, что какой-то. Может быть, у вас такая женственная, потому что вы будете, сказать, вы на себя смотреть со стороны и говорить, господи, что же я вляпалась, зачем это нужно? Нужно произвести обучение, показать. Вот что такое женственность, или что такое лидерские качества, или что-то еще. Можно менять себя. Человек очень сложный, но управляемый механизм. Часть этих механизмов я даю, так сказать, я раскопал. Не все, конечно, но какие-то, так сказать, механизмы раскопал и даю вам. Вот, пользуйтесь. По отношению, в сфере отношений мужчин и женщин, это вот 8-недельная программа «Найди свою любовь». Это то самое, куда я вложу наши последние разработки в сфере отношений мужчин и женщин. Там рассказывается, что такое влюбленность, как она организуется, значит, какие бывают при этом неприятности, как они возникают, почему притягиваем противоположности, значит, как от этого избавиться. И мы чистимся, и там на 6-7 неделе некоторые женщины пишут, я ушел в такой внутренней тишины, господи, как хорошо-то, мне пофигу все ожидания окружающих, там, то, что телевизору нужно, то, что родителям нужно, то, что кого-то еще. Я так люблю себя, мне так хорошо, мне что никакого мужчины не нужно. Хотя я подумаю, наверное, пригодится. Вот. То есть человек ходит, иногда можно войти в такое состояние понимания себя и понимания, что я никому ничего не обязан, я просто, сказать, радуюсь каждому моменту моей жизни. Это очень хорошее состояние, оно не очень долго держится. А из этого состояния, когда вы говорите, я хочу выйти замуж, говорите вот примерно с такого мужчину, то еще работать с загрузкой этого, значит, то все, что вы хотите, все получается. Здесь так устроено. Мы волшебники, которые просто не умеют пользоваться этой самой волшебной палочкой. Вот какой-то элемент этого волшебства мы вам даем. Так что, значит, если вот непонятно, запутались, приходите, мы будем вам помогать распутываться. Я там буду каждую неделю проводить вебинары, отвечать на ваши вопросы. То есть вы будете делать там много готовых уже ответов на вопросы, но что-то у вас может возникнуть. Так, в каком случае можно вылететь из игры? Значит, вопрос. Вылететь из игры, если ничего делать не будете. Там нужно, каждый день будут вам домашние задания, и вы должны будете их выполнять. Вот. Выполнять можно не каждый день, наверное, там, через день, через два, но в субботу вечером у нас эксперты просматривают ваши домашние задания. Это когда вы, самый такой простой вариант игры играть. Потому что есть вариант, когда вы берете эксперта, и он каждый день проверяет, дает обратную связь по вашим домашним заданиям. Это подороже, конечно. Вот. Ну, мы так в субботу проверяем за неделю. Если вы ничего не сделали, не выполнили ни одного домашнего задания, то мы вас сначала предупреждаем, потом вас перестаем вас обслуживать. Я вот не помню только, даем вам следующий материал или нет. Ну, материал, скорее всего, даем, но вы уже из игры выпадаете как игрок, потому что все бессмысленно, потому что выиграть вы не можете. Уже люди, там, кто каждую неделю работал качественно, там имеет каждую неделю по 70-90 очков, а вы не пропустили, и уже догнать эти очки вы не можете никак принципиально, даже если потом будете по 100 очков зарабатывать. То есть игра вам уже не нужна, вы ее профукали. Победители, вы знаете, мы посылаем на курорт куда-нибудь там в Юго-Восточную Азию, на теплые острова, Таиланд, там еще куда-нибудь. Вот. Приз хороший, но только приз для пары. Должны найти в ходе игры, и потом мы даем, по-моему, 3 недели, предъявить нам своего любимого или свою любимую. И если подтвердить, что это не, сказать, мухлёж, то тогда, соответственно, мы с удовольствием вас отправляем куда-то.
А материалы вы все будете получать, но в розыгрыше в игре уже вы не участвуете. Вот примерно так. Если вы не будете ничего делать, просто будете смотреть, что там пришли. То есть некоторое количество людей себя так ведет. Но в целом, если вы будете выполнять, то в голове у вас наступит достаточно большое просветление. То есть вы получите, ну, любимому не обещаем, сказать, что, потому что мы же не говорим, как выйти замуж. То есть на курс, как выйти замуж, там тоже у них стандартные проценты, 2-3% что-то находят, а остальные не находят. Мы даем состояние, находясь в котором вы даете себе команду, что я хочу построить семью, но того мужчины или ту женщину, которая вас устроит, его нет поблизости, нет свободного. И процесс вашего соединения с этим человеком, он, может быть, потребует некоторого времени, там, может, полгода, может, год, пока вы встретитесь с этим человеком. И поэтому мы не говорим, что вы должны выйти замуж или, как сказать, найти себе любимого в течение этого срока. Хотя обычно 3, 5, там, 7 человек находят, потом они показывают своих любимых, и мы коллективным голосованием, по-моему, выбираем, кому даем, так сказать, приз. Человек едет отдыхать, это оплачиваем. Я это оплачиваю. Вот, так что, друзья, буду рад видеть вас на игре. Вот, кто написал мне в голове, сказать, путаница, я не знаю, что делать, приходите. У нас все продуманный алгоритм, четкий, проработанный, который вам никто нигде никогда не предложит. Это разработка, результат моей более чем 20-летней работы в сфере отношений мужчин и женщин. Приходите, работайте, получите прекрасное состояние, с которого вы дальше будете четко понимать, чего вы хотите. Потому что вам эти мужчины вообще не нужны в ближайшее время. Это вы просто выбросите эту глупость из головы и будете наслаждаться текущей жизнью. А может быть, вы поймете, что они нужны, потому что влюбленность и хочу семью, хочу детей, это инстинкт продолжения рода диктует нам. Вот. И реализация возникает, так сказать, когда он очень сильно диктует. Вот. А если он вас не диктует, то вы дальше будете решение уже принимать вполне осознанно, самостоятельно. Что делать, если влюбился начальник? Увольняться. Зачем? Ну, если он, конечно, совершенно вами не интересуется, то сложно, наверное, будет, тогда проще уволиться. А если можно показать ему, что он вам нравится, возможно, какие-то, так сказать, варианты развития могут быть, почему нет. У нас в России на работе большинство отношений выстраивается. И замуж на работе уходит, и любовников заводит. Прощайте, сколько по времени нужно прощать себя. Нужно прощать себя до того момента конкретного человека, себя или другого человека, пока не наступит состояние выжженной пустыни. То есть никакие воспоминания не вызовут у вас никакого такого, так сказать, воспоминания, какого-то, так сказать, ощущения негативного прочего. Ну, примерно так. Ну, в целом, рекомендация примерно такая, что 1 час прощения на 1 год ваших сложных отношений. 10 лет ругались, значит, 10 часов примерно. Хотя, может, и раньше, там 5-6, но не меньше. 20 лет ругались, ну, наверное, часов 20 нужно минимум поработать. Не нужно месяцами работать, потому что прощение – это подготовительный этап к шагу 2, когда вы меняете себя. Если вы сразу начнете менять себя, то тогда процесс пойдет очень тяжело, потому что эмоциональные блоки будут противодействовать вашим изменениям. Поэтому мы сначала чистимся, потом меняем себя. Но главное – это не изменить себя, убрать идеализации. Но тогда жизнь будет более благополучной, вы будете успешны и эффективны на пути к своим целям. Но без прощения не получается. Зависать на прощении не нужно, потому что если вы долго прощаете себя, например, или кого-то еще, то подсознание думает, что вы любите прощать, и начнет вам все время подбрасывать новые темы для прощения. Это замечено. И вот на новом сайте я везде пишу, значит, что через 15 часов прощения переходите к шагу 2 обязательно и продолжайте прощать, но одновременно начинайте работать с изменением себя. Это, так сказать, важно. Вот. На новой игре мы это учитываем. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, что-то новое вы узнали полезно. Буду рад увидеть вас на игре. Я думаю, что это хороший шанс, который вам упускать не нужно. Так, сейчас еще мне вопрос прислали. Значит, 10 лет жила с мужчиной, у меня дочь первого брака уже замужем, взрослая. У нее 2 сына подростка от первого брака. Приезжает к нам в выходные, были его, значит, 2 сына. В течение 3 лет у нее нестабильное финансовое положение, при этом работу она менять не хочет.
у меня доход стабильный. Между нами возник конфликт, что я не должна помогать своим детям, а должна помогать ему и его детям в данной ситуации. Я не согласилась. Смотрите, что будет жить в своей квартире, я с ГЧ согласился. Он ушел молча. Не общается со мной, я очень переживаю, сожалею. Вернется или нет, или отпустить. Значит, ну, я не даю советов. Вот. Уж любой конфликтной ситуации, любое решение такой вот деятельности, оно будет ошибочным. Можно разойтись, конечно, потом будете, сказать, там, годами ходить, переживать, почему любимого человека послал. Он любит своих детей, чтобы не дать ему было денег. Вот. С другой стороны, остались, но если вы не измените себя, не измените свои отношения, вот он заботливый отец, он хочет помочь своим детям. У вас есть деньги, как бы, с его точки зрения лишние, которые вам не нужны, вы их жалеете. Почему жалеете? Что вы с ними делаете? Вы хотите изменить вашего мужа, чтобы он побежал больше зарабатывал? Вот. Но в итоге вы своим желанием вы создали в нем борьбу с вами. В итоге вы разошлись. Теперь у вас есть деньги, но нет мужа, нет семьи, нет, значит, есть только деньги. Сказать, что стоит они этого, чтобы разрушить отношения. Вот. Поэтому, как обычно, нужно, прежде чем принимать решение, нужно войти в состояние внутренней чистоты. Как минимум простить вот этого вашего мужа за что я даже не очень понимаю. То, что он хотел вас заставить, значит, содержать его детей, давать деньги его детям. А если бы вы были мужем, а он был женой, он пришел бы с детьми и просил бы помочь его детям, вы бы тогда, будучи мужчиной, согласились бы или нет? Я, например, помогаю своему зятю, там, если нужно, там, внукам. Не очень, конечно, активно, но когда просят, я всегда прихожу на помощь, почему нет. Вот. Считаю, что это нормально, что если у тебя есть деньги, ты должен помогать окружающим. А тут вы понимаете, вы пытаетесь поменять мужа, потому что вы влюбились в мужчину, который получает меньше вас, и вы начинаете его менять. Менять через недавание ему денег. Это очень плохой способ, он приводит к закономерному конфликту. Он заботливый мужчина, а заботливые мужчины, они, кстати, недобычливые. Это известно. Они очень любят детей, так сказать, и много энергии тратят на детей, на заботу о них. В итоге, вместо того, чтобы строить карьеру, они, так сказать, завязаны на отношения. Поэтому я бы, наверное, на нашем месте поработал с прощением мужа, просил бы у него прощения за свое, сказать, это самое, что я влезла, повела себя как, значит, для меня деньги дороже отношений, дороже чего, ну, оставайтесь с вашими деньгами. Либо, значит, изменить свои убеждения и сказать, что отныне я принимаю мужа, сказать, таким, как он есть, я люблю его со всеми его, сказать, заморочками, это с детей, я выстраиваю свои отношения с мужем так, чтобы они были, так сказать, максимально хорошие. Если вам за это придется немножко платить, за эти отношения, ну, ничего страшного, ваш стабильный доход, и за отношения можно платить. Почему нет? Примерно так. Думайте сами дальше. Ну что, друзья, спасибо. Надеюсь, был немножко полезно хотя бы. Ну, до встречи на игре «Найди свою любовь». Ваш Александр Свияж. До свидания.